Всем привет! Сегодня у нас новый проект. Проект именно для новичков, для тех, кто только учится вязать. Это рассказ о том, как тонкая, легкая летняя изящная кофточка необычным волшебным образом превратилась в серьезный, солидный, сложный кардиган. Изначально я показала своей сестре вот такую модель и предложила ей в подарок связать такую кофточку. Она сказала, что рисунок очень красивый и очень ей нравится, но, к сожалению, в силу возраста и особенностей фигуры, ей такая модель не понравилась. Эта модель всем известна, все ее знают в интернете, наверное, только ленивый ее еще не связал. Но надо сказать, что несмотря на всю свою красоту, мотивы довольно простые в работе, в исполнении. Поэтому мы взялись за работу и сделали вот такое красивое полотно, из которого впоследствии получился отличный кардиган. В принципе, ничего сложного в превращении не произошло. Мы просто сделали не цельную переднюю половиночку, а две части связали, увеличили ширину левой и правой половиночки на один мотив, застежку не делали, получился хороший солидный кардиган. Вязали из ниток лилия 392 метра на 100 граммов крючком 1,5. И настолько кардиган оказался красивый и приятный, что затем связали такой же и маме, только красный. В результате обе прекрасно в них выглядят, носят с удовольствием, и давайте мы тоже свяжем себе кардиганы. Работаем по обычной схеме, рассматриваем каждую петлю, каждый накид, каждое движение, все делаем вместе и очень подробно. У вас просто нет шансов не связать эту вещь. Вы справитесь, я верю в вас. Начинаем работу с цепочки из 12 петель. Для тех, кто это делает впервые, обратите внимание, ничего сложного, просто цепляете крючком нить и протягиваете ее через имеющуюся петлю. В интернете очень много уроков, как сформировать воздушную цепочку. Далее соединительной петлей объединяем начало и конец. Получается колечко. Соединились в колечко. Теперь необходимо закрепиться столбиком без накида. Под кольцо протягиваете рабочую нить и провязываете через обе петли. Получается столбик без накида. Теперь 2 воздушных петли. Получился первый столбик. Теперь нужно связать 24 столбика с накидом. Если кто-то вяжет впервые, делаете накид нитки на крючок, ныряете под кольцо, захватываете нить, получаете на крючке 3 петли, через первые 2 протягиваете нитку, остается 2 петли на крючке, и затем рабочей ниткой их объединяете. Это столбик с накидом. Итак, вяжете 24 столбика с накидом. 24 столбика с накидом. Теперь соединительной петлей замыкаем круг. Вводите крючок в первый столбик, протягиваете нить через него и через последнюю петлю.
Готово. Переходите на следующий ряд соединительной петлей, вернее на следующий столбик, и делаете еще 2 петли подъема. Это у вас первый столбик с накидом. В этом элементе между столбиками с накидом будет по 2 воздушных петли, поэтому вы сразу вяжете 2 воздушных петли. Это первый элемент. Затем пропускаете один столбик предыдущего ряда и во второй вяжете столбик с накидом. Две воздушных петли. Опять пропускаете один столбик предыдущего ряда, в следующий провязываете столбик с накидом. Две воздушных петли. Пропускаете один столбик предыдущего ряда, в следующий провязываете столбик с накидом. Вот видите, получаются такие вот окошечки. Теперь 2 воздушных петли и опять соединительной петлей в первый столбик соединяете. Вот такая картинка получается. Продолжаем. Для того, чтобы перейти на следующий ряд, нужно сделать один столбик без накида под арочку, чтобы выйти на место, откуда должен проходить рисунок. Теперь первый столбик будет состоять из 3 воздушных петель. Называется 3 петли подъема. Далее из каждой арочки вы должны провязать 4 столбика с накидом. Между ними будете вывязывать 3 воздушных петли. Четыре столбика, 3 воздушных петли. Четыре столбика, 3 воздушных петли. Закончили ряд 3 воздушных петли и теперь соединяемся с предыдущим элементом. Соединительной петлей. То есть вот я в столбике подъема в крайнюю петлю протянула ниточку и соединила с рабочей ниткой. Закончили третий ряд. Теперь заключительный ряд. Для того, чтобы его начать, соединительными петлями нужно перейти вот сюда на арочку. Вот одну петлю пропускаете, во вторую заводите крючок, захватываете нить и протягиваете ее через петлю с крючка. В следующую петлю заводите крючок, захватываете нить, протягиваете и еще одну через краешек. Так, вот мы соединительными петлями зашли в арку.
Теперь начинаете работу столбиком без накида. Готово. Три воздушных петли, столбик подъема. Затем вывязываете еще 4 столбика с накидом. Два, три, 4, 5. То есть столбики, первый столбик из петель подъема и 4 столбика с накидом. Итого 5. Теперь вяжем пико. 1, 2, 3, 4 воздушных петли. Затем во вторую петлю, вот первая петля набора, вот вторая. Во вторую петлю заводите крючок, вытягиваете рабочую нить через эту петлю и через петлю, которая у вас на крючке. Теперь еще одну воздушную петлю и переходите опять в эту же арочку. Возвращаетесь и вывязываете еще 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Первый элемент мы закончили. Вот получается у нас вот такая корона или заборчик. Теперь вот это все пропускаете, делаете накид и сразу в эту в арку заводите крючок. Делаете столбик с накидом. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Пико. 1, 2, 3, 4. Во вторую петлю воздушную вводите крючок, вытягиваете нить, протягиваете через петлю с крючка и еще одну воздушную петлю, пятую. И возвращаетесь в эту же арочку. Еще 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим на следующую арочку. Теперь элемент пико. 1, 2, 3, 4. Во вторую петлю вводите крючок, вытягиваете нить через эту петлю и через рабочую петлю с крючка. Еще одна воздушная петля и переходим обратно в арку и еще 5 столбиков с накидом.
Здесь сделаем паузу, и в конце ряда я подключусь на соединительной петле. Вот мы подошли к последней арочке, пропускаем эти все столбики, делаем накид, вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 1, 2, 3, 4. Идем на пико во вторую петлю. Протягиваем крючок, ниточку, соединяем. Еще 5-я воздушная петля. И вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Так, вот элемент готов. И теперь 2 этих заборчика, 2 короны соединяем. Протягивайте через вершинку соединительную петлю. Вот элементы соединились. Теперь ниточку обрезаем, вытягиваем ее наружу, затем мы ее закрепим хорошо, но пока можно ее вытянуть таким образом на изнаночку и через вот эти петелечки закрепить, чтобы она не распускалась. Именно через границу ряда. Так, видите, она рисунок даже не изменяет. Какой рисунок был, такой остался. И убираем ее наизнанку, перетягиваем. Первый элемент готов. Второй элемент, как вяжется, показывать не буду, точно так же. Начну следующее видео с того, где нужно будет уже соединять этот элемент и тот, который я свяжу. Я вяжу второй элемент. У меня осталось 2 арочки. Именно 2, потому что с первым элементом второй элемент будет соединяться только в 2 точках. Сейчас мы это с вами изобразим. 5 столбиков с накидом. Пять столбиков готово. Теперь в первом элементе при образовании пико мы вязали 4 воздушных петли и потом сворачивались. Сейчас у нас будет соединение с конкретным элементом, поэтому мы набираем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Вытяните петельку. Возьмите второй элемент. И пока что вы можете выбрать любую вершинку, к примеру, вот эту. В центр вершинки, в центр пико заведите крючок. И через это отверстие протяните образовавшуюся петлю. Мы соединяем 2 элемента. Сворачиваем пико. Каким образом? Делаем одну воздушную петлю. Затем также во вторую петлю, вот первая петля, вот вторая петля. Во вторую петлю заводите крючок.
Вытягиваете рабочую нить и проводите ее через петлю, которая была у вас на крючке. И еще одну воздушную петлю. Все, мы соединились. Возвращаемся в арочку и делаем 5 столбиков с накидом. Готово. Вот он, полный элемент закончился. Вот он соединился с пикой нашей. Обращайте внимание, чтобы была лицевая сторона. То есть вот этот бортик, он более яркий такой. На изнанке он более такой смазанный. Следите, чтобы всегда у вас все элементы соединялись именно лицевыми сторонами. Идем на второй элемент. 5 столбиков с накидом. Так, 5 столбиков готово. Теперь 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Вытяните петелечку. Теперь подходите ко второй вершинке. И через пику протяните полученную петельку. Вот она. Готово. Подобрали ниточку. Воздушная петля. Затем через вторую петлю заводите крючок, вытягиваете нить, сворачиваете пику и еще одна воздушная петля. Готово. Возвращаетесь в арочку и снова вяжете 5 столбиков с накидом. Готово. Вот 2 элемента соединились. Теперь делаем завершающую соединительную петлю и заканчиваем второй элемент. Крючок вводите в первый самый столбик в вершину, протягиваете петлю через него и через петлю, которая у вас была на крючке. Все, вот закончили мы. Ниточку обрезаете, вытягиваете и, как и в первый раз, подготовим ее для дальнейшего закрепления. Таким вот образом убрали внутрь и через вот эти петельки окончательного ряда, чтобы не поменять форму рисунка, под них заведем. Вот видите, рисуночек не меняется, четко выдерживается. И теперь уберите ниточку внутрь, потом мы ее там запрячем, без того, чтобы испортить рисунок. Все, 2 элемента соединились. Теперь вяжем третий элемент, но если здесь мы могли соединиться в любом месте, то при соединении третьего элемента нужно помнить о том, что у нас будет группа из 4 элементов, то есть весь рисунок формируется из 4 крупных элементов и одного мелкого, который будет вот здесь посередине. И крепиться он будет вот в эти крайние усики. Значит, когда мы будем соединять третий элемент, нам нужно будет вот этот усик оставить свободным, а вот эти следующие 2 будут закрепляться с третьим элементом. Все, вяжите третий элемент, встретимся на соединении 2 элементов. Вот я связала третий элемент и остановилась на том моменте, когда осталось провязать из 2 арочек и домики эти короны. Итак, 5 столбиков с накидом.
3 воздушных петли. 1, 2, 3. Вытяните немножко петелечку. Итак, смотрите, вот мы 2 элемента уже соединили. Теперь от крепления один носик оставляем свободный. И вот в этот крепимся, в следующий. Теперь вашу петелечку вытягиваете. Не забывайте следить за тем, чтобы здесь была лицевая сторона. Теперь 1 воздушная петля, пико, сворачиваете, еще 1 петля и переходите в арочку, и отсюда снова 5 столбиков с накидом. Так, следующая арочка и последняя в этом элементе. 5 столбиков с накидом. Три воздушных петли. 1, 2, 3. Вытягивайте петелечку. Теперь в этом элементе, который мы соединились, следующий носик берете, в пико ныряете, вытягиваете петелечку через нее. Так, 1 воздушная петля. Теперь из второй петли протягиваете рабочую нить, сворачиваете пико. И еще 1 воздушная петля. Готово, закрепились. И снова возвращаемся в арку. И снова 5 столбиков с накидом. Готово. Вот эти 2 крепления. И последний момент. Первый рисунок. Первый элемент, нашу корону. И последний соединяем в первый столбик соединительной петлей. Отрезаете ниточку и протягиваете петелечку. То есть на этот момент у нас уже вот такая картинка получилась. Теперь мы будем вязать 4-й элемент, но здесь надо быть аккуратными, потому что будет соединение здесь и здесь. То есть при вязке элемента нужно оставить 5 арочек. И когда мы будем провязывать элемент, первую арочку мы привяжем вот сюда, вторую арочку провяжем вот здесь, закрепим. Потом этот носик пропустим. На этом элементе свяжем носик тоже отдельный. И далее следующую арку закрепим вот здесь и вот здесь. То есть вяжите сейчас 4-й элемент, и я подключусь на видео, когда останется провязать 5 арочек. Итак, у меня осталось до окончания элемента 1, 2, 3, 4, 5 арочек. Для того, чтобы 4-й элемент присоединить к группе из 3 предыдущих элементов, нам нужно 5 свободных арочек. Итак, начинаем.
5 столбиков с накидом. Теперь 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Вытягиваем петельку и берем группу наших 3 собирающихся элементов. Один должен остаться для центрального маленького элемента, и 2 нужно присоединить. Значит, начинаем с этого. В пика вводим крючок и соединяем с этой петелькой. Не забудьте проследить, чтобы все были элементы лицевой стороной. Так, зацепились. Теперь 1 петля, во вторую петлю цепочки вводите крючок, вытягиваете нить и сворачиваете пика. Закрепляете 1 воздушной петлей и возвращаетесь в арку. 5 столбиков с накидом. Готово. Первый элемент закрепился, первый хвостик. 5 столбиков с накидом и следующей арки. Три воздушных петли и следующий хвостик. Следите, чтобы был лицевой рисунок везде. Не перепутайте. Закрепились. Теперь из второй петли формируете пика, сворачиваете, еще 1 воздушная петля и снова арка из 5. Так, готово. Вот 2 элемента закрепились. Следующую корону из 3 арочки просто провязываем, ни с кем не соединяя. Нам этот хвостик понадобится для соединения с внутренним маленьким элементом. 5 столбиков с накидом. Так, теперь 4 воздушных петли, во вторую заводите крючок, протягиваете ниточку, сворачиваетесь в пико, опять 1 воздушная петля и возвращаетесь в арку. 5 столбиков с накидом вяжите.
Вот он, элемент остается свободным. Теперь следующие два крепления нужно сделать к первому элементу. То есть вот так у нас вернется квадратик. Вяжите 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Ниточку вытянули. Теперь проверьте, чтобы была везде лицевая сторона. Так, этот хвостик закреплен. Этот один пропускаете. Крепимся вот сюда. Заводите крючок в пику. Цепляете петелечку. Закрепились петелькой. Теперь сверните пику из второй петли. Готово. И закрепились еще одной петлей. Все, идем на 5 столбиков. Так, вот оно крепление. И следующий носик тоже соединяем. Видите, у нас вот одна арочка осталась. Сейчас мы в нее зацепимся. 5 столбиков с накидом. 1, 5, 3 воздушных петли, ниточку вытянули, берем следующий носик, находим макушку, пика, заводите крючочек, готово, одна петля, пика, и пошли на 5 столбиков с накидом. Завершающий элемент. Так, закончили. Вот. И осталось соединить этот элемент последний и этот элемент первый, как обычно. В вершину первого столбика вводите крючок, цепляете ниточку, протягиваете через последнюю петелечку, чик, и слегка закрепите нитку, чтобы у вас не убежал связанный элемент. Перетяните ее наизнанку. Все, вот такой вот он ровненький. Потом там ниточки, уже хвостики будем закреплять, когда все соберем. Итак, что мы видим, что у нас получилось?
4 крупных элемента. Они сейчас страшненькие такие. Но поверьте, когда они пройдут влажно-тепловую обработку, будет симпатично. Вот так. Теперь будем вязать самый маленький элемент, который будет соединять все вот эти точки. У элемента маленького будет 8 вершин. Те, которые будут вязаться как с пика, они будут соединяться вот в этих точках. А те, которые будут вязаться как 8 воздушных петель, будут соединяться вот сюда. Итого будет 8 соединений.